Великие умы человечества провели множество экспериментов, пытаясь выяснить, кто же умнее обезьяноподобных. В одном из таких экспериментов над животными участвовала пара – свинья и собака. Так вот, свинья показала результаты лучше, чем друг человека. Означают ли такие опыты, что свинья умнее собаки? Нет, конечно. Но они бесспорно говорят о тонкой наблюдательности свиньи и о редкой сообразительности. Ну а по биохимии и по формуле крови, по всеядности, по составу и усвояемости пищи свинья вообще стоит к человеку ближе всех животных, исключая обезьян. Болеет теми же болезнями, что и человек, и лечить ее можно такими же лекарствами, как и людей. Кстати, обоняние у свиней отличное. Они даже с собаками успешно конкурируют в розыске трюфелей. Итак, свинья – животное умное, и плюсов у свинок хоть отбавляй. И поподробнее о них видео на канале Планета Земля. Ну а сегодня мы более подробно поговорим о бородатой свинье из Юго-Восточной Азии. У каждого из нас есть свое тотемное животное, отображающее какую-либо ипостась нашей жизни. Кто-то роднит себя с ленивцами, кто-то находит в себе сходство с енотами. Но есть животное, которое воплощает в себе прообраз настоящей модели. Речь не о элегантных кошачьих и не о пестрых птицах. Речь о бородатом хрюнделе. Но давайте разберемся по порядку. Как вы могли заметить, внешность нашего героя разительно отличается от внешности домашнего свина. По сравнению с другими представителями своего семейства, бородатая свинья – изящная, подтянутая модель на стройных ножках. Параметры, конечно, больше приближены к стандартам кабана. При росте 70-80 см весит наш друг все 150. И сложно не заметить великолепную бороду порося. В конце концов, именно за нее животинка и получила свое название. Густая растительность на морде – предмет зависти любого современного модника. Вопрос, однако, в другом. Зачем эти свиньи отрастили себе бороды? К сожалению, он остается открытым до сих пор. Как и любая другая уважаемая себя модель, хряк проводит все свое свободное время на тропических островах. Борнео и Суматра. Континентальную часть свин тоже не обходит стороной. Бородатую свинью можно встретить на Малайском полуострове. Вся жизнь нашего героя проходит в обществе себе подобных. 2-3 десятка красоток расхаживают по мангровым зарослям в поисках пропитания. Едят зверушки, как и знакомые нам обычные свиньи. Все что угодно. От белка в виде падали до легких фруктовых салатов. Часто они следуют за группами гиббонов и макак, чтобы подбирать фрукты, брошенные приматами на землю. Компания бородатых свиней обычно не занимает постоянной территории и постоянно слоняется по джунглям. Бородатые свиньи совсем не против продолжения рода, поэтому сезонного брачного периода у них не существует. Самка вынашивает малышей недолго, после чего на свет появляется до 8 детенышей. Мамаша для своих бородатых деток строит мини-гнездо. Там ребятня проводит первые недели жизни. Спустя 3 месяца молочной диеты поросята переходят на подножный корм. Но несмотря на это, они все равно остаются под ее опекой целый год. Весьма часто подобные тусовки бородатых модников заходят слишком далеко. Стадо путешествия по джунглям частенько набредает на плантации местных фермеров. Думаю, не нужно объяснять, что по итогу от хозяйства мало что остается. По этой причине животинок частенько отстреливают, что существенно влияет на популяцию вида. Ну и подытожим разрушение мифов. Свиньи не грязные животные. Лучше всего происхождение этих стереотипов объясняется дурными условиями содержания. В дикой природе кабаны не спят в фекалиях и не ковыряются в них. Так что давайте чаще использовать мозг, прежде чем навешивать ярлыки. А как вы думаете, часто ли, казалось бы, диаметрально противоположные животные имеют множество сходств? Пишите в комментариях. И, друзья, у нас для вас новость. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будут появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не было на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд.
Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!